Всем привет, с вами Даня, вы меня знаете под ником Хатрик, и сегодня я вам покажу основы игры на Мираже за роль Авика и второго Авика. Переходим к занятиям миду за атаку, и я вам расскажу самый дефолт и как вообще нужно уметь всем занимать эту точку, так как мид очень важная точка на карте. Допустим, у вас первый спаун в окно, самое простое, что вы можете сделать, это пойти и пикнуть вот так вот окно, по первой респе. Или что вы еще можете сделать? Попросить фастовый дым старт, у вас первая респа в окно, вы бежите, просто вот так вот бежите и пикайте окно. Вас, скорее всего, не будет ждать, здесь КТшник может давать хае, там, не знаю, дожить флешки, а вы просто можете сидеть здесь уже и его контролить. Если у вас калаш и у вас первая респа, вы можете своего тиммейта попросить дать быстрый дым окно, попросить дать дым зиг, вот так вот бежать, дать себе моли коннектор, дать туда флеш и фастово занять окно. Это на самом деле хорошая тема. Еще добавок к этому можно, чтобы ваш тиммейт нашивали кон, чтобы заглушить некоторые ваши шаги. Вы просто можете застать врасплох вашего оппонента за КТ. Это тоже неплохой такой мув. Также это можно делать и в зиг идти быстро, и в коннектор бежать, если у вас лежит дым старт. Можете дать дым зиг и фастово бежать кон под флеш. Соответственно, тоже застать врасплох ваших оппонентов. Если у вас спаун под яму, как я уже рассказывал, у вас есть АВП, вы можете бежать с вашим тиммейтом или сам. Если вы сам бежите, пикаете яму, я чаще всего пикаю вот так вот на пробег, потому что некоторые просто делают ошибку, то что бегут так прыгают, и их лучше видно, чем они просто пробегают. Поэтому если у вас уже произошла такая ситуация, что вы пробегаете под кон, то лучше не прыгайте, а просто пробежите. Вот. И также можно делать буст в яме. Вы, допустим, бежите с тиммейтом, он вас бустит, и вы просто контролите вот так вот проход. Если у вас спаун под Б, вы можете бежать. Вы бежите, у вас первый спаун. Залазите на этот диван и контролите прыжок машины. Там можно часто поймать типа, потому что КТшники часто брают инфу, и у вас хороший угол, и вы можете его убить. Если он, допустим, не поймет, увидел он вас или нет, он будет дальше прыгать, и вы его на этом подловите. Дальше перейдем к дефолтным гранатам на Мираже за атаку, так как гранаты используются постоянно для того, чтобы занять ключевые точки карты и выиграть, соответственно, раунд для своей команды. Начнем с дыма в окно. Это самый базовый дым, который нужно использовать часто и который нужно обязательно знать. Становитесь здесь к этой мусорке, целитесь по центру этой двери в этой линии, по заборчику чуть выше, и нажимаете Jump Throw, и в этот момент вам нужно нажать D, для того, чтобы ваш герой чуть-чуть правее сместился. Нажимаете Jump Throw, и вот дым летит прямо в окно. Но минус этого дыма, то что вот этим моликом он тушит и образовывает one-way с собой. Но сейчас я вам покажу дым, который тушится по центру. Вы также становитесь к этой мусорке, целитесь там, где краи вот этого окна чуть левее вот этой стеночки, бежите, нажимаете D, и когда вы добегаете вот сюда, к этому забору, нажимаете Jump Throw. Вот так вот этот дым летит. Вот, это тоже хороший дым. Я вам показал дым окно, также я вам покажу вариации дыма старт. Самый дефолтный, это вы становитесь на эту мусорку и кидаете по этой антенке. Дальше становитесь по этой ступеньке, равняетесь направо и кидаете по линиям, по вот этим. Вот становитесь. Здесь вы видите крыша, чуть правее вот эта палочка и кидаете. Просто без джемстроу просто кидаете. Это тоже дым старт быстрый, от респа зависит. И вот еще дым старт, становитесь в этот угол, целитесь сюда и кидаете. Поэтому вот вам 3 дыма старт, самых хвостовых, самых хороших. Первый респ, второй респ и третий респ по антенке. Дальше покажу вам дым зиг. Это становитесь на вот этот угол, цельтесь в это пятно, кидаете джампстроум. Самый простой дым зиг. Дальше дым внешка, то, что очень важно при сплите А и Б. Вы становитесь здесь. Я вижу вот эту тень, и у меня здесь ориентир, вот эти кирпичи. Вы становитесь здесь, целитесь в это пятнышко, левую часть, и кидаете джампстроум сидя. Он ударяется
об джангл и прилетает как раз внешка дым. Это дым со стартом. Дальше дым внешка с боксов, допустим, дайте дым окно, дайте дым внешку, вот, вы становитесь в этот угол, там где бочка, видите антенну, и вот если у вас классический U-модул, у вас граната должна закрывать вот эти две антенки маленькие. Кидаете, и вот дым внешка прилетает. Это очень важный дым при сплите. Благодаря этому дыму можно занять коннектор, можно занять ладдер и можно сплитить легко Б. Вот, также отсюда можно кинуть дым зиг. Снова становитесь здесь и там, где антенки, между ними кидаете. Что насчет А? Я вам покажу дефолтный ARAS-кит, вообще самый дефолтный, который все часто делают, и в принципе все знают, но мало ли кто не знает. И вот покажу вам дефолтные гранаты. Первое — это дым КТ. Становитесь по этому заборчику, равняйтесь по этой стрелочке, становитесь, и вот видите здесь пятно, чуть ниже, и целитесь, кидаете джампстрол. Это дым КТ. Он взрывается вот здесь вот и не создает особо ванвейв. Если оппонент запрыгивает на тикет, вы можете его прошивать вообще. Если вы за атаку играете, вам часто нужно прошивать тикет, так как там КТшники очень часто делают вот так. Вот, это дым КТ. Вот показывает дым головы. Становитесь сюда, садитесь, равняйтесь по этой ступеньке. Видите эту точку, чуть левее по небу, вот так вот кидаете. Вот это самый простой дым головы. И дальше дым джангл. Я становлюсь вот здесь вот. Вижу, что у меня пальцы, вот видите там, где вот этот зигзаг такой. Вы остановитесь здесь, кидаете по центру и отпускаете. Вот это дым джангл. Сейчас я вам покажу, что в итоге получается. Какая картина. Дым КТ. Дым головы и дым джангл. Вот, в принципе, ARAS-кит, самый дефолтный. Также, если вы выходите, вы можете докинуть вот такую вот флешку лампы и флеш над коврами. Дальше вы выходите, у вас лежит дым КТ, вы можете докинуть такой молотовный тикет, для того, чтобы сжечь этого типа, который будет здесь. Ему придется двигаться или залезать на тикет, или убегать уже сюда, к своему тиммейту, так как вы его отзонили этим моликом. Дальше, если вы вышли на тетрис, вам нужно продлить, допустим, дым в глубокий джангл, упираетесь в этот ящик и целитесь по вот этой деревянной балке чуть ниже, по центру неба. Кидаете, и он летит в джангл сюда и закрывает здесь всех игроков. Покажу вам дым внешку, становитесь по этим кирпичам, и здесь по этой палочке чуть-чуть левее, это вот летит дым внешка, он летит примерно секунд 7. Даже меньше, секунд 5 летит. Вот. И тем самым эти гранаты очень важны, так как вы зоните помощь КТ с коннектора, зиги и с джангла полностью. Поэтому точка, к которой могут прийти, это КТ или спина. Так, далее переходим к Б. Что такое вообще Б-арки? Б-арки — это если вы хотите зарашить Б, но так как рашить Б без гранат, без дымов, это очень сложно, у вас должны здесь лежать два дыма. Для того, чтобы кинуть эти два дыма, допустим, две последние респы бегут, первая респа становится здесь, к этой палочке чуть правее, и по вот этому краю крыши кидаете с джампстровом. Вторая респа по этому люку, вот видите, здесь линия идет, становитесь вот сюда, и вот видите вот это синее пятно, по нему кидаете с джампстровом. Вот это два дыма арки. Правый дым летит чуть подольше, поэтому желательно кинуть сначала его. Вот дымы арки, также вы можете докинуть вот такой вот флеш, который летит в окно. И, соответственно, уже с легкостью рашить Б. Докинуть там молик на тачку и так далее. Дальше я вам покажу вот такой вот хороший флеш. Если, допустим, вы поставили бомбу здесь, вы понимаете, что вас могут загонять с мейну, вы становитесь здесь, целитесь по вот этому кругу, кидаете, граната отлетает, вы можете пикнуть мейн с легкостью. Оп. Если, допустим, типы на выходе вот здесь, их эта флешка флешит. Или вот так вот, допустим, контролит. Дальше раскид Б. Начнем с дыма окно.
становитесь вот сюда, самый классический дым-окно кухни. Становитесь в этот угол, видите вот эту верхнюю часть здания, по крыше кидаете там, где такой, можно сказать, треугольник образовывается. Кидаете, нажимаете Jump Throw. Этот дым летит в окно кухни, в принципе, самый дефолтный, самый простой. Дальше дым Main. Дым Main можно кинуть как? Вы становитесь по этим ступенькам, залазите, становитесь сюда, целитесь в это окошко, вот правое окошко, и верхнюю часть, там где, верхнюю часть окна, кидаете тоже Jump Throw. И вот вам дым Main. Этим самым можете полностью зонить кухню. Кидаете дым окно, кидаете дым Main, и все. КТшникам уже будет сложно выйти, если они все с кухни играют. Так, дальше раскид зиги с Б. Становитесь по этому окошку, это показываем я правую арку. Становитесь здесь, правая часть окна. Видите эту антенку чуть пониже, и там, где вот эта часть здания и антенка, по центру кидаете без Jump Throw. Это правая арка. И вот левая арка, вы становитесь по этой деревяшке, упираетесь, и по вот этой лампе правее и чуть-чуть выше. Вот так вот кидаете. И вот это дымы арки. Арки Б с Б-дома. А сейчас я расскажу отличия игры с тиммейтом в команде и, соответственно, в соло-миксе. Вообще, если ты играешь в команде или ты играешь обычный микс соло, то в этом присутствует очень большая разница, так как в команде ты стараешься, постоянно общаешься, а на миксе просто иногда люди делают плюсовые какие-то вещи, которые ты просто можешь не ждать. Но это все нужно, на самом деле, в миксах такое ожидать, потому что есть разные люди, у которых свои стили игры, так сказать. Поэтому в команде стиль игры очень отличается от того, который, допустим, на фесте. На фесте зачастую все просто бегают, все делают дефолтный раскид и так далее. А в команде все совсем по-другому. Ты играешь против команды, и, соответственно, тебе нужно уже думать, какие они будут делать действия, и их предугадать, и, соответственно, задонать. Я вам расскажу, как играть соло. Соло вообще не нужно, в принципе, бояться стреляться, так как это обычный микс. Вы можете тренировать какие-то свои действия, допустим, вы видели какую-то прикольную фишку какого-то профессионального игрока, хотите ее затестить. Допустим, это можно сделать на миксе и затестить, работает это или нет. Допустим, не знаю, там дать дым окно, дать дым зиг и пойти пикать апленд. Вот так вот, дать дым окно, у вас здесь лежит дым зиг, и вы пикаете апленд и проверить, работает это или нет. Не знаю, вообще на миксах лучше делать постоянно дефолтные вещи, потому что если у вас уровень игры выше, чем против ваших оппонентов на миксе, то чаще всего это сработает, и просто не нужно ничего придумать. А вот в игре с командой уже совсем все по-другому. Напоследок я вам покажу, как сплитовать точку А и Б через мид. Это очень важная тема, так как сплиты удобно делать, когда у вас занят мид, и это легко делать, когда у вас есть много гранат. Вашим оппонентам будет тяжелее принимать этот выход, когда вы приходите с зиги из Б, а не только с Б, им нужно контролить одну точку. Я вам показывал уже вот этот дым-внешка, который нужно использовать обязательно, и вот это дым-окно, допустим, за боксов. У вас лежит вот такое дым-окно и вот такое дым-внешка. Допустим, вы заняли кон, чекнули, чтобы здесь никого не было в упоре, даете своим тиммейтам флеш-ладдер, чтобы они зачистили эту зону. Они понимают, что ладдер никого нет. И в это время игроки с Б-дома должны докинуть флешки на Б. И вы вместе должны заходить по правой стенке здесь, вместе распикивать, убивать, чистить плент. В это время, если у вас снайпер в Б-доме, он должен законтролить кухню, перетяжку, так как иногда КТшники ошибаются и просто вот так вот прыгают и проходят без ничего, без флешек, без гранат. Поэтому это чаще всего легкий фраг. Вот. Вы проходите зиги, чекаете бэксайд, защищаете бэксайд. Ваши типы приходят с Б, пикают машину, тоже защищают полностью плент. И, соответственно, благодаря этим двум гранатам вы просто можете с легкостью сплитнуть точку Б. Если у вас нет дыма окно, вы можете вместо этого дать молик окно, так вряд ли в него будут пикать, и если тип будет справа окне, он, скорее всего, сгорит или выбежит. Это что насчет сплита Б. Насчет сплита А. Вы можете дать, опять же, дым окно. При сплите
дым окно или молик окно очень важен, так как чаще всего могут пикнуть под кон и убить вас. Вот. У вас должен быть тип яме на выходе уже, для того, чтобы вы могли зайти в кон. И вместе, допустим, чаще всего авики могут вот так вот пикнуть коннектор, собрать инфу или попытаться забрать кон. В этот момент вы должны выйти. Если даже вашего тиммейта убили в коннекторе, вы должны выйти и разменять его. Вот вам покажу дым-внешку с ямы, которую тоже можно кинуть при сплите Б, допустим. Также для того, чтобы сплитовать А, можно также давать дым-внешку, для того, чтобы с легкостью занять коннектор, и под развеющийся дым уже можно кинуть какую-то такую флешку от джангла и вместе зайти в коннектор. Вот дым-зип, который вы можете кинуть для того, чтобы зайти в коннектор, и вот дым-окно. Вы кидаете эти два дыма, проходите, у вас может быть люркер в коврах, он пикает джангл, никого не видит, пикает типа дефолт, который может байтиться на коннектор или на яму. Вообще идеальный сплита — это когда у вас два тиммейта в яме, один в коврах и два в коннекторе. Если, конечно, 5 типов ваших живы. Вот. Это идеальный сплит А. Также вы можете дать дым такой джангл при заходе с коннектора для того, чтобы озонить этих типов. Вот, чуть повыше даете его, и он хорошо долетает. Также вы можете дать, опять же, дым джангл отсюда, как я уже показывал, и вам нужно обязательно занять какую-то точку. Чаще всего это КТ или джангл. КТ, в принципе, занять сложнее, чем джангл, потому что там нужно потратить гранаты. Здесь можно вместе зайти, зачекать и, в принципе, разменяться как минимум 1 в 1 с КТшниками. Для того, чтобы занять КТ, вам нужно флеш от упора чаще всего, и также глубокая флеш. Но если вы заняли КТ, то вы можете делать очень много действий. Допустим, если вы пикнули, здесь никого не видите, вы можете пойти в спину к джанглу и убить типа, который будет спиной к вам, допустим, в джангле ретейкать А. Всем спасибо за просмотр, с вами был Даня Хатрик. Надеюсь, вы вынесли для себя что-то полезное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и также пишите в комментариях, что бы вы хотели еще узнать. Всем спасибо, всем пока.